Всем привет, с вами Костян, мы по-прежнему во Вьетнаме. И сегодня у нас на обзорчике вот тот вот ресторан позади меня, в котором существуют аквариумы, в котором есть, уверен, интересные блюда, в котором есть башня пива Саппоро. Я думаю, что это уже неплохой набор, но мы обязательно постараемся найти что-нибудь еще и в меню интересного. Тут всегда есть что-то интересное в меню. Сделали мы уже заказ и что-то начали даже и подносить. Башенку ровно так же заказали. Стоит она за 3 литра 260 тысяч донгов. Улитки, устрица одна, потому что Ромка устрицу не захотел, уже также поднесли. В целом, по меню что можно сказать? Да, в общем-то, нормальные, хорошие цены. Это вам не туристическая зона, поэтому самое дорогое блюдо, как всегда, это, конечно же, хот-пот. И здесь он стоит 390 тысяч, это самое дорогое блюдо. А средний чек я бы оценил где-нибудь в 110 тысяч донгов. Поэтому можно начинать и нужно начинать, потому что мне нравится здесь и антуражик, и обслуживание очень быстрое. Соответственно, давайте в долгий ящик не откладывать и пробовать. Не успеете вздохнуть, и настанет 1 сентября, День знаний. Многим из вас вести детей в школу. А может, вы и сами студент и соберетесь с друзьями в честь начала учебного года накрыть стол первоклашкам или кому-то постарше? Поможет доставка еды Foodband. Там и заказ можно сделать заранее на конкретный день и дату. Даже если у вас много едоков, большие сеты есть, хоть на 100 человек. А с моим промокодом Костян25 вы хорошо сэкономите. Будет скидка на все заказы и любые блюда. Хоть каждый день бери. Сначала детям, потом себе. Чем больше заказ, тем больше скидка. Foodband сами все приготовят и доставят круглосуточно по всей Москве, Алматы и кое-где еще. Например, в меню Foodband много разной пиццы. Ее любят практически все дети. С мясом или ветчиной, пармезаном, другими начинками, на любой вкус. Если думаете, что детям тесто вредно, а нужен белок и овощи, берем сытный поке-бол. Каждому с лососем или креветками и киноа. А родителям возьмите роллы. Можно вообще на всех, да побольше. А еще в меню Foodband горячие блюда, лапша, закуски. Ну что вам больше нравится? Кстати, если нужны десерты и лимонады для детей, они тоже есть. Короче, накормить можно и весь класс, и себя. Лови скидку по промокоду Костян25 на все заказы. И приятного аппетита. Ром, давай тогда ты к улиткам приступай, а я вот жареную устричку. Нам тут Туин сделала заказ. Давай я тебе помогу. С устрицей все хорошо. Устрица хорошая, свежая, наполнения много. Это много арахиса, много зеленого лучка, можно еще вот даже еще так на пол ложечки наскрести. Действительно хорошо. Стоит одна штучка 25, но это не самый маленький размер устрицы и прекрасное исполнение в данном случае. Не сильно отличается от того, где-либо вы еще это будете пробовать, но здесь хорошо, все здорово и ладно. Так, Ром, ты попробовал уже, нет? Попробовал, да? Давай тогда и я попробую. Вот, что касается этих вот улиток, то, ребят, тут не извозиться у вас не получится, конечно. Ну, моментально изводишься. Ромка уже попробовал, говори, а я пока попробую тоже. Слушай, это отличный соус, это мой любимый соус для лобстера. Это вьетнамский карри, загущенный, сливочный, с чесноком. Соус вкусный. И к улиткам он тоже подходит. Согласен, он подходит. Но я все-таки до сих пор еще так и не стал любителем улиток.
Очевидно, Туин выбирала, исходя из своих вкусов. Ну, чтоб домой ей я привез побольше всякого. Вот, с позволения сказать, вот эта жопка здесь, там, где кишочки, вот она горчит. И, соответственно, я съедал бы, знаете ли, вот только начало, где хрустящее. А так, Ну вот, кстати, обрати внимание, обычно они намного жестче. Здесь они все-таки такие мягенькие. не, ну то, что они свежие, хорошие, да, вопросов нет. Но понимаете, в чем дело? В улитке нет той самой морской свежести. Казалось бы, морская тварь, которая вот она там тебе плавает, вся пропитана морской солью, морской водой, вот этим всем. А морской свежести в ней нет. И это не потому, что здесь ее нет, а потому, что в улитках в принципе этого нет. В этом плане мне, конечно же, намного больше нравится какой-нибудь гребешок или да та же мидия, например. Вот там ты прям чувствуешь море-море. А здесь горечь, сопряженная с твердостью, рассыпчатостью и сомнительным вкусом самой улитки. Соус шикарен. Здесь вопросов нет. Это исключительно мои претензии. Как блюдо это замечательно. И я ни в коем случае это блюдо не ругаю, потому что, как вы понимаете, любителей на это много. Вон даже Ромке понравилось, а уж про мою жену и остальных людей говорить нечего. Они это просто уничтожают килограммами. Хорошо, блюдо хорошее, все с ним в порядке, по свежести, по качеству, претензий нет. Едем далее. Ну, Саппоро пиво. Все прекрасно знают, это обычный хороший лагерь, который, на мой взгляд, очень даже неплохо подходит к морепродуктам. А у нас сейчас как раз-таки они и начинаются. Ну, улитки тоже морепродукты, ну ладно, да и уж устрицы тем более. Короче говоря, я вот когда это принесли, первым делом подумал, вот это ровно то самое блюдо, которое как выглядит, что оно из себя представляет, зачем люди сюда приезжают. Ну, за экзотикой, правильно? За красивыми, вкусными блюдами. Это красиво, это вкусно, это экзотично, это прям выглядит, знаете ли, по-тропически. То есть конкретно здесь, помимо моркови, конечно же, мята есть, лучок есть, но лайм – это, скорее всего, либо манго крупно нарезанный, либо ананас. И здесь приправлено все и остротой, и осьминожка плавает. Это реально красиво, круто. Это хочется съесть. Вот этот салат очень крутой. Стоит он 120 тысяч. И если на вкус он будет ровно таким же экзотическим, вкусным, красивым, то у меня тогда вообще претензий никаких не будет. Для начала просто так щупалку с травой. Это мята там с чем-то. Хороший, хрустящий осьминог, мятный. Вкус действительно хорош. Не докопаюсь. А докопаюсь до следующего. Клюв. Вот давайте клюв вытаскивать. Это вот пока что, да, единственное. Все знают, что клюв у кальмара, у осьминога – это то, чем он разгрызает раковины, на которые он как раз-таки в основном и охотится. И эта штука очень твердая. Вот она внутри, видите, черная. Ну, здесь я стучу, я чувствую, что это прям деревяшка такая, знаете ли, ну, зуб сумасшедший. А вот если это попадется вам на зубах, то это будет прям нехорошо. Такое хорошо бы вынимать. Вот так вот, с кусочком, пока что не знаю чего, польем лаймом. Это манго. Лайм – это тот самый маленький кумкватик, или как ты его там называешь, Ром, да? Ну да, это кумкват. Отвал башки, ребят. Это очень круто. Это реально очень и очень круто. Я первый такой салат
встречаю здесь, где бы то ни было. Острота, кстати, присутствует. Вот. Пошло. Это тоже молодцы. Это сбалансированное, крутое блюдо. Я редко такое восхищение выдаю в своих видосах. Кто-то сразу пишет, что Костян продался, само собой, это как обычно. Я всегда продаюсь. Но вот здесь мне нравится что? Баланс. Мята освежает, острота придает пикантности, манго, лучок и прочее. Ну, короче говоря, это реально человек придумал, сделал этот микс. Особенно с кумкватом. Обычный лайм тоже бы подошел, но у кумквата достаточно интересный, пикантный такой вкус. Он отдельный, от лайма отличающийся. Роман, налетай. Короче говоря, у меня только восторги. Цена в 120 тысяч не то, что меня не пугает, она меня полностью устраивает. Это прекрасно. И, как заметили, мы до сих пор никаких соусов еще не использовали, а это означает, что блюдо вполне себе самодостаточное, а соусы призваны для того, чтобы просто ты слегка разнообразился. Это реально круто. А я пока вот головочку лучка. Слушай, это охрененно по двум параметрам. Во-первых, это очень вкусно, но я прекрасно знаю этот салат, у меня жена его любит. У меня у жены есть сестра, у нее кафешка, они его там подают, но он везде подается ровно такой же, только с куриными лапами. Один в один такой же салат, только с куриными лапами. И я всегда, когда его ел, я думаю, блин, а почему вы не делаете его с чем-нибудь другим? И вот они просто мое желание исполнили. Ну, короче говоря, осьминог сюда... Подожди. Еще и водный баклажан. Покажи покрупнее, это интересная штука. Это крайне хрустящая, забавная хреновина. Да, вот их здесь есть несколько кусочков. Вот, его здесь прилично, смотри. Вот этот водный баклажанчик, он сам, сейчас вот, типа две половинки соединить. Вот, они такие не крупные, вот, они призабавные хрустяшки. И, знаете ли, вот так, опа, красоту вот такую сверху. И баклажанчик. У него семечки, как икринки, малюсенькие такие. Это прикольно. Он мне не очень нравится в маринованном виде. А в свежем у него тоже слегка своеобразный вкус. Но, короче говоря, он сюда вполне себе в тему. Самое главное, что он здесь вкусом своим не превалирует. Основной вкус этого – это острота, мясо, свежесть, морепродукты и манго. Когда ешь манго. Слушай, я давно такого сбалансированного, качественного, продуманного блюда не встречал. Это круто. Ребята, мой респект. Это десяточка за 120 тысяч однозначно. Это реал. Рома, финалочку по блюду. Ну уж мы прям... Я очень доволен тем, что вот они догадались заменить куриные лапы, которые большинство иностранцев-то и не любят, на нормальное мясо на осьминога. Короче говоря, это отдельный респект, это круто. Не хочется откладывать, но нужно продолжать. У нас уже приносят следующее. Едем далее. А это блюдо неожиданно ворвалось в нашу очередность. Дело в том, что хозяин здесь тоже присутствует. И, соответственно, такой, ребят, комплиментик. Испробуйте ли. Я, соответственно, сразу же узнаю это блюдо. Он пытается перевести. Я ему говорю, так это же говядина лук-лак. Он такой, да. Я такой, ну отлично, давайте попробуем. В чем основная проблема здешней говядины? Она жесткая. В целом, это блюдо можно сравнить с бефстроганом, то есть тушеная говядина с овощами. И если это действительно будет мягкая, хорошая, тушеная говядина, а растушить можно, как вы понимаете, все что угодно, то тогда большой респект и уважуха. Если это будет ровно то же самое, как вы во многих здесь заведениях пробовали, ровно та же самая жесткота, ну, они тушили. Тушили. Отчасти получилось, но пожевать придется. К соусу никаких претензий. Это хорошее, вкусное блюдо. Болгарский перец есть. Лучок есть. Кунжутом посыпано. Кинза в наличии.
Овощи обжарены классно. Они слегка размякли и остались хрустяшками. Все как нужно. Без всяких претензий. Говядину, ребята, ну чуть-чуть подольше тушите. Заранее и помощнее. Ну ты знаешь, вот она обычно пожевать. Знаешь, я встречал намного хуже. Ром, серьезно. Здесь даже я бы как-то сказал, что она и неплохая. Ну действительно. Здесь как будто бы, знаешь, взяли лопатку и, соответственно, так неплохо подрастушили. Но я бы подольше. Рома сейчас скажет свое мнение. Я же здесь скажу следующее. Чуть-чуть помягче говядину, и было бы тогда вот просто 10 из 10. К соусу не придраться. Овощи прекрасные. Наличие всего в достатке. Роман. Слушай, вот большой респект за вкус соуса и за альденте овощички. Это прям круто. А говядину, у меня такое ощущение сложилось, что повар такой тушил. И осталось 20%, и он такой, да фу, и на нее, короче, довольно. Пускай и так съедят. Но вот не исключено чуть-чуть подольше подержать и, знаете ли, оставить после того, как потушил, не вынимать, а оставить ее там. Соответственно, чтобы она еще и обратно соками тоже напиталась. И тогда все будет здорово и хорошо. А может быть, здешние буффало в принципе не растушиваемые, но в чем я сильно сомневаюсь. Это крутое, вкусное блюдо, ну а то, что это комплимент, вопросов тогда вообще не имеем. Это здорово, хорошо, ладно, картошечка. А, вот с кетчупом. Обычная картошечка фри. А что вы хотели еще услышать? Едем далее. Ну, хозяин молодой парень, и он нас, очевидно, сегодня отсюда просто так не выпустит. Дело в том, что это опять от него комплимент. И это малюсенькие зажаренные креветки с лемонграссом. И их здесь до хрена, этих малюсеньких креветочек. Соответственно, съедать это необходимо следующим образом. Вы уж, наверное, сами и догадались. Так, это маловато у меня отломилось. Давай побольше. Вот такой кусочек. На хлебушек. Потом как-нибудь капнем сверху соевого. И вперед. Вот, Рома, спасибо. Давайте это сделаем и попробуем. И вот так вот все попытаемся укусить. Это интересная гамма вкусов, потому что неожиданно здесь мне встретилась свиная шкварка. Может быть, где-то она вот здесь даже лишняя, но я так сильно не буду в этом уверен, потому что, ну, это свой оттенок. Понимаете, это закуска, естественно. Закуска должна быть жирная. В креветке жирности нет. Вообще, это прикольно. Но вот свиная шкварочка вызывает у меня некоторые сомнения, назовем это так. Потому что в целом все здорово, хорошо. Лемонграсс, вы понимаете, это такой цитрусовый легкий аромат, а здесь он нарезан настолько тоненько, что ты прям такой, это не режущий твой язык волосины, как если порезан лемонграсс был бы крупно. А здесь это такие вот тонюсенькие волоски, которые такие просто придают тебе аромат дополнительный. Это здорово, это хорошо. Сами же креветосики, вообще вопросов нет, это классно, здорово. И соус, да, в котором все сделано, обжарено, классно. Шкварки, вот мне кажется, они здесь немножко лишние, потому что сначала ты такой креветочка, лемонграсс, а потом на тебя обрушивается просто мощь вот этой сальной шкварки. Может быть, это лишнее, но
На любителя, как говорится, все равно найдутся другие любители. Роман, обязательно тоже пробуй. Вот хлебушек, там все дела, держи. Вот, Ром правильно, наверное, делает, потому что я-то тут на камеру выпендриваюсь, знаете ли, вот делаю вот это вот все. Правильно, в миску навалил, эту штуку лучше в прикуску, а эту так съесть. Вот, да. Это я просто, понимаете, Не, я в целом просто вот кадр обязывает. в целом не люблю вот этот хлебушек, я просто хочу чисто блюдо попробовать. Ну давай. Вот так вот его, да, туда ее, в качель. Туди. Куда? Туди его в качель. Слушай, это прямо мощная закуска под пиво, именно под пиво. Здесь очень мощный, насыщенный креветочный вкус. И то, что я люблю, лемонграсс. Но он настолько тонко порезан, что он еле-еле ощущается. А вот свиная шкварка мне тоже в конце попалась. Блин, ну она очень лишняя здесь. Ее здесь не надо. Мне тоже так показалось. Если по поводу салата с цитрусами, с манго, с остальными вещами, это прям баланс. Там мята, все прям в тему. То, пожалуй, креветки со шкварками, это как-то немножко сомнительно. Мне кажется, их вот отдельно подайте плошечку. Вот так вот. И здесь шкварки. Вот тогда было бы здорово и классно. Кому нравятся шкварки, я никогда не против шкварок. Ребята, вы Я не вот удивлен, подумайте. что- Не подумайте, да. Я удивлен, что тебе они не зашли, потому что ты любитель вот этих шкварок. Правильно. Только там, где они в тему. Ну вот отдельно бы чуть-чуть, да, вот такую вот плошечку этих шкварок и кайф. А я бы с удовольствием, между прочим, вот здесь бы, значит, вот так ел, а шкварочки отдельно. Это было бы кайф и здорово. Ладно, окей. В целом блюдо хорошее, вкусное. Вкуснее оно намного стало еще после того, как оно бесплатное. Окей. Ну а мы, наконец-таки, едем далее к тем блюдам, которые мы все-таки заказали. Ну а теперь что же? Лягуха под лимонным сорго, ну то бишь лемонграссом, и чили. Что здесь меня больше всего интересует? Насколько съедобные куски лягухи прямо так? Да, я скорее всего понимаю, что там нарублено, ребята, не пойми как. Но хотелось бы это все вот так вот съесть в раз. Есть там косточки, нету косточек. Сейчас узнаем. Если они и есть, то они мягче кляра. Но я съел кляр. Ничего кроме него я не почувствовал. Давай откуда-нибудь из-под лимонного сорга. Я не знаю, зачем вот эта куча волосни подается. Здесь еще, как в сетях, запуталась еще кусок лягухи. Ну какой тут взять? Во, лапа. Здесь точно я вижу есть косточка. Это однозначно. Отковырял себе именно мясные мышцы ноги лягухи и с зеленым чили. Лягуха откровенно пересушена. К сожалению, в данном случае могу сказать так. Если бы, представьте себе, крылья KFC, которые ты жуешь, а они сухие. Ну, то есть ни сочности внутри, ничего, то вот это примерно оно и будет. Давай ради справедливости какой-нибудь еще кусочек вместе с кляром. Они одного хруста, одной вязкости с кляром. Ну вот здесь косточки есть, это очевидно ребрышки сейчас были. Ну да. Я скажу так, если с зубами у вас все в порядке, то можно это прожевать. И даже, наверное, вот эта вот бедренная косточка не составила бы вам особенного труда. Дело в том, что во Вьетнаме вообще принято, да и курицу ту же самую, грызть следующим образом. То есть ты берешь кусок ноги. Как у меня Туин дома жует грильные мои крылышки, которые я готовлю. Вот она целиком крыло съедает,
жует, жует, жует. Я такой, в смысле с костями? А она, соответственно, потом все это проживав, вот эту кашицу, которая от костей осталась, значит, выплевывает. Я не уверен, что наш человек к такому готов. Нашему человеку что, косточку вот так пообглодал, правильно, все, косточка не нужна, все, ее отложил. Ну вот, сомнительное решение. Даже на слух это менее аппетитно, чем смотреть на зародышей, которых ты... Ну вот, наверное, да, это что-то вот не очень, да, согласен. Роман, тем не менее, рискуй давай вот эту вот хреновину, все, парочку только кусочков, не один, я тебя попрошу. Ну вот, посмотрим, что у нас не любитель костей скажет, да и лягухи Рома тот еще любитель. В целом мне лягушка нравится, это хорошее мясо, ребят. Если это приготовлено хорошо, сочно, там, где понятные части лягухи. Первый раз я ее попробовал в Тае. Шеф, женщина Джим, меня научила многие вещи готовить, в том числе и лягуху. Я там и разделывал этих лягух и так далее. Короче говоря, это классная, хорошая вещь, если подавать это именно правильно разделанным. Роман. Слушай, я большой любитель пережаренного куриного мяса, именно что касается небольших ножек и крылышек, как закуска под пивас. То есть, когда они такие прям супер-супер пережаренные. Вот здесь то же самое. Лягушка, как и курица, собственно, по вкусу и по консистенции одно и то же. Здесь очень лишний кляр. Вот убрать этот кляр будет супер. Ну, то есть, по большому счету, вот я не знаю, как Рома, а я, когда вот такого плана кусочек, не ножку, вот она, еще одна очередная лапка, съедаешь, ты кроме кляра ничего и не чувствуешь. Вот да, здесь убрать вот эти куски, где нет мяса, оставить только те, что с мясом, вот те же ножки, убрать кляр и точно так же зажарить максимально. И как закуска под пиво это будет круто. Все. Это слегка неудачно, а стоило это 109 тысяч. Ну, сравни с осьминожкой за 120, как говорится. Ну да. Едем далее. Ребят, хотел отдельное спасибо сказать тем, кто поддерживает наш канал сейчас. Благодаря вам исключительно у нас получается выпускать видео. Сейчас все, что приходит от вас, ваша поддержка, у нас идет на сбор средств на звук. Новый звук, он необходим, потому что все-таки уже старое оборудование, его необходимо менять. И еще один момент. Многие люди в комментариях спрашивают: Костян, вот вы приехали, короче говоря, на байках и пробуете пивас, пробуете там еще какие-то другие пунши, а как же, значит, вы потом возвращаетесь? Это не формат основного YouTube-канала. У меня правило. Меня смотрят семьями, с детьми и так далее. Поэтому никогда ничего подобного вы, конечно же, не увидите и не услышите на основном канале. Если хотите видеть что-то неформальное, то, пожалуйста, welcome на Boosty, welcome на Patreon. Подписка, напомню, там стоит от 150 рублей в месяц. Это примерно по 15 рублей за один видос. И что можно сказать? Это практически ничего не стоит. Пожалуйста, подписывайтесь. Это опять же будет ваша поддержка. Спасибо вам. А это у нас, господа, скат со всяким. Мы здесь уже, конечно же, поковырялись. Вот оно потихоньку начинает бурлить. Из того, что я вижу, меня, в общем-то, все устраивает. Лучок здорово, все классно, к рыбе. Но, ребят, к рыбе, опять же, свиные шкварки и арахис. К скату, к нежной рыбехе, которая сама по себе супер жирная, супер крутая. Кто не видел один из прошлых видосов, пожалуйста, посмотрите. Там мы пробуем сушеного ската и негодуем по поводу того, насколько он неоднозначен во вкусе, по поводу того, что он сушеный. Ну ладно,
Не будем себя разочаровывать перед тем, как будем это пробовать. Начнем потихоньку. Давайте посмотрим, как оно тут у нас. Ага. Скат порезан на кусочки. Иди сюда. Бульончику обязательно. Слушай, я бы лучок вот вниз туда. Вот лучок к рыбе хорошо. Ну, сами знаете, подлещики или лещ, вообще рыбник, если делать, так это же вообще красота, запеченный с лучком. Это ж мечта. О. Ну, а тут вот шкварки, болгарский и еще что-то. Роман, давай тебе тоже. О, здесь хорошие куски рыбы. Вот лучок я бы еще чуть-чуть подержал, но ладно. Слушай, а я люблю наоборот хрустящий. Да? А, ну отлично. О, вот что меня радует, это, конечно же, то, что здесь и с головочками лука. Арахис несколько сомнительная вещь. Вот давай я себе там положил, тебе тоже вот с арахисом. Я так в сторону отодвину. Давай, и бульончика. Вот так. Благодарю. Подостынет и попробуем. Давай, да, давай. Они намекают на то, что, конечно же, нужно вертить спрингроллы. Давай. Само собой, я это прекрасно понимаю. Но дело в том, что, не люблю я спрингроллы. Понимаете, и особенно спрингроллы, когда внутри еще и кости. Как это удобоваримо что-то съесть, это странно. Серьезно, это странно, но тем не менее, ладно. Think on. Но ведь в скате нет костей. В скате есть кости, да, и он говорит, макай еще в соусец. Ну ладно, чё нам, привыкать что ли? Со спрингролла и начнем. Да, спрингролл, который не отличается ничем от того, есть там внутри скат или нет там внутри ската. Это не мой вариант поедания такой рыбы. От рыбы, ребят, что, на мой взгляд, мы хотим? Вкус. Конкретный вкус самой рыбы. Ради чего ты заказываешь ската? Ради жирности. Ради пикантного вкуса той самой рыбехи, которая вот пробурлила с овощами, прожарилась там с дополнительными специями. Именно этот вкус. Здесь же что я получаю? Ну, в целом, мята, огурец, какая-то трава дополнительная, еще что-то. И на этом все. Я не пришел сюда есть, когда заказываю ската, мяту, огурец и травы. Я заказываю ската. На этом, в общем-то, спрингроллы и заканчиваются. Скат — хрящевая рыба, естественно, да? И вот, например, огромный вот тот самый хрящик. Но вряд ли вы захотите прям вот такой хрящик в спрингролле жевать. А вот так, когда взял мясо, вот это другое дело. Все равно немножко хрящиков попалось. Но это рыба. И вот я сейчас ем рыбу. А не, слава богу, вот этот вот набор трав, овощей и всего прочего.
Рыба вкусная, рыба шикарная. Добавить у меня к рыбе нечего, кроме слюней. Только они помогут вам справиться с этим аппетитом. Серьезно. Никаких проблем с тем, что здесь добавлен арахис или вот эти свиные шкварки. Они, слава богу, да, рыбе не мешают. Если только отдельно ее есть. Скат одна из лучших рыбёх вообще в принципе. Вот, Ром, к вопросу о костях, ты говоришь, в скате нет? А вот этот позвоночник, вот поди его разгрызи. Ну, это можно считать как кость. Во, видал? Такой не съешь. Вы знаете, сумбурчина какая-то немножко получается. Так, я уже один кусок ската съел. А сколько у нас получается? Здесь, очевидно, не целый скат, да? Я Здесь, думаю, наверное, там ската было грамм 150. четвертинка, да, какая-то здесь получается. Дай-ка вот так вот. Но причем куски большого ската были. Хорошо. О, вот эти вот плавнички, боковые его, они очень хороши. Там тонюсенькие хрящики, которые, ну, прожевываются. В середине огромный, сумасшедший позвоночник, который, конечно же, не прожевывается. Ну, вот он выглядит примерно, ну, короче говоря, вот так. Вот. Вот этот хрящ, конечно, не прожевать, и для того, чтобы делать спрингроллы из этого, ну, это не знаю, это перебор. Вы знаете, разочарования у меня никакого по этому поводу нет. У меня разочарование, что я плачу 180 тысяч за ската, и когда мне подают вот дополнительную вот эту штуку, ребят, сделайте дополнительную позицию в меню. Уберите вот это и подавайте просто ската. Он станет, очевидно, дешевле. И для нашего человека приятнее, потому что, ну вот, я не знаю, как с этими спрингроллами здесь бороться. Все, что мясо какое-то еще дополнительное, нужно вертеть в спрингроллы. Ну нет, ну не нужно, ну не всем это нужно. Две позиции в меню. Скат, значит, жареный со всяким, и скат жареный со всяким для спрингроллов. И без вопросов. Ну, потому что иначе бы это стоило дешевле. Роман. Слушай, а у меня есть разочарование, но не касательно вкуса, потому что я большой любитель Конечно. ската, и здесь по вкусу скат отличный, но в той же самой курортной зоне, в любом ресторане в Муйне, где готовят грильную рыбу за те же 180 либо 220 тысяч, на гриле вам подадут намного больше ската и намного вкуснее. Вот я бы советовал, если приезжаете сюда, грильный скат обязательно попробуйте. В целом, наверное, даже согласен. Здесь его не богато. Это куски от приличного размера ската. Наверное, бы я назвал его вот такой вот тарелкой. И здесь довольно скромное его количество. Наверное, грамм 300, не больше. Я думаю, даже 200. Самой рыбы. Думаю, 200 максимум. Вот, самой рыбы. Поэтому, ну, слегка сомнительно. А вот головочку лучка. Это дело. Не. Вот это просто уберите, а здесь я сам решу, как и что накладывать. По вкусу претензий нет, по количеству небольшие вот претензии у Ромы, хотя у меня, честно говоря, их, наверное, тоже нет. Это блюдо все-таки на одного. Ну и да, нормально. По мне нормально. Ребят, напишите, нормально или не нормально. Не знаю. Прежде всего, хочется отметить сегодняшнее заведение тем, что здесь был очень крутой салат. Экзотический, туристический, выше всяких похвал. Второй момент – это то, что хозяин присутствовал. Помимо того, что он нас угощал, да, конечно же, классно и хорошо, вопросов нет. Но не забывайте о том моменте, что блюда, которые нам, допустим, сегодня не зашли,
последний скат, например, который для спрингроллов, вы всегда можете договориться с местными людьми о том, что, ребята, нам не нужна спрингролловская часть, нам нужна часть, где скаты. Вы теперь это знаете и можете сказать, приехав сюда и заказав вот эти вот 2 блюда, например, что а нам ската вот так вот, и все. И хорошо, и это будет дешевле, я уверен. И это здесь позволительно вообще везде. Не забывайте о том, что это не как где-то еще. Здесь ты любое блюдо можешь балансить, как ты хочешь. Ты можешь попросить это и это. Про район, в котором находится этот ресторанчик. Раньше он был в запустении, в какой-то, знаешь, как в ковид, ничего нету. Сейчас здесь очень много уже дополнительной инфраструктуры, магазинчики, дополнительные рестораны, еще чего-то, парк отличный, где можно с детьми посидеть. Короче говоря, красота и вообще уважуха. Молодцы, развиваются. Так что в этот район за новыми ресторанами и обзорами мы будем обязательно еще заезжать. Ну а с вами был Константин, для подписчиков Костян. Всем пока. Тебе говорят, махни. Рома такой, ты посмотри на меня. Вот как это можно было воспринять за сигнал к действию? Вот просто Рома такой. Отлично. Поднял, хорошо. Это значит приготовился, пошел. А Рома такой. Гениально. Как у меня Туин дома жует, это у меня жома получилась. Хорошо, хоть не жопа. Ну вот это я понимаю, турбонаддув. Шлюхи на пару с имбирем. Это б я взял по-любому. Твою мать, вот это ты переводи.